Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 8 января. Мы вернулись в Москву и решили сейчас доехать до центра и посмотреть, как там в центре украшена Москва. С вами погулять, все посмотреть, что-то попробовать. Будем пробовать. Если там что-нибудь будет, то, конечно, будем. Вот. И предлагаем вам совершить это путешествие вместе с нами. Моя рыжуля была бы не рыжулей, если бы в красивых местах не фотографировалась бы. Рыжуля. Я вижу, что ты меня снимаешь. Какие здесь красивые игрушки. Просто потрясные. Ну что, дорогие друзья, вот мы идем и с Рыжулей рассуждаем, что, во-первых, на улице сегодня очень-очень холодно, прям вот как-то сыро и промозгло. Вот. А во-вторых, гуляя по... К нам хотел кто-то в кадр залезть, молодой человек, а потом передумался. Вот. А во-вторых, когда мы гуляли в Туле, там все-таки, как мы вам показывали, были палаточки с какими-то горячими напитками. Во-первых, там был и глинтвейн, и имбирный чай, на любой вкус, любой кофе. Можно было перекусить какими-то легкими закусками. Можно было как-то вот... Ну, в общем, можно было как-то себя согреть и морально, и не морально. Да. Здесь же, ну, по крайней мере, мы в центре не нашли
Я понимаю, что пандемия, но опять-таки все равно, когда люди гуляют, им хочется, особенно когда холодно, чем-то согреться. Здесь вообще вот мы этого не увидели ничего. Ну, возможно, здесь за счет того, что все-таки очень много всяких кафешек, и поэтому, если Центре, люди, да, особо, да, да. если люди замерзнут, то они где-то могут посидеть в кафе. Но сейчас посмотрим, Мы насколько идем это в реально. Камергерский переулок, там, где собраны ресторанчики, кафешечки, посмотрим, как там с местами. Ну вот мы пришли в Камергерский переулок, где расположено практически, ну, в каждом доме, наверное, всякие кафешки, ресторанчики. Вот, народу здесь достаточно много. Но меньше, чем на Красной площади. Да, меньше, да. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, куда-то мы приземлимся для того, чтобы согреться, выпить какого-нибудь или клюковки, или глинтвейна. Посмотрим. Да, природная красота. Вот, это не специально сделано. Это сосульки, как я поняла. Очень красиво, но очень опасно, что их не сбивают. Здесь вход в Starbucks. Людям прям может по голове шандарахнуть. Ура! Мы нашли, где в Москве обитает Снегурка с Дед Морозом. Оказывается, они в этот раз решили свой вояж совершить у Большого театра. И здесь несколько. Друзья, если вы бы знали, как же сегодня холодно. Вот мы с Рыжулей вообще все продрогли. Сейчас решили зайти в вареничную, выпить клюковки. Надеемся, что там места будут. Очень надеюсь. Очень красивая, конечно, инсталляция здесь. Очень. Вот из таких огонечков и такое ощущение, особенно издалека, как будто это мозаика. Да, дочур? Смотри, высота очень такая ажурная, Да. как кружево. Прям сплетенная кружева. Издалека смотрится вообще бесподобно. Ну что, дорогие друзья, в вареничную мы не попали, потому что там было очень много народу. Видно, таких, как мы, которые хотели погреться, было достаточно много. Поэтому мы опять в метро, и мы едем до станции Молодежная. Дорогие друзья, мы с вами направляемся в нашу любимую кафешку. Вот здесь на 3-м этаже есть небольшое узбекское кафе, которое, по-моему, называется Чайхана, да? Ну, что-то в этом духе. Да. И там готовят потрясающий шашлык из баранинки. Корейка баранина. Да.
Вот мы сейчас как раз поднимемся и посмотрим, вообще жива ли эта кафешка, потому что мы здесь давно-давно, очень давно не были. Ну и заодно с вами посмотрим, продегустируем все. Ну что, мы в центре пошли в вареничную. Там было безумно много народу. Но и... центра, и да. там очень много людей гуляет, несмотря на холод. И видно, все люди, как и мы, замерзли. Поэтому нам не хотелось ждать на холоде нашей очереди, когда освободится там столик. И мы решили поехать в наше любимое заведение, которое находится в метро Молодежное, в торговом центре Трамплин на верхнем 3-м Да, этаже. там, где ресторанный дворик. Это наше любимое кафе. Еще со времен, когда мы жили на Молодежной, вот, это, наверное, лет 5-6 точно назад мы начали сюда ходить, когда еще даже до перестройки, потому что они потом расширялись, у них здесь было, полностью изменился весь зал, они стали гораздо больше, но меню осталось очень таким же вкусным, как было 5-6 лет назад. Так что сейчас будем мама и Рыжуля Пробуй. Очень уютное кафе. Его немного видоизменили. Здесь, в общем-то, 2 этажа. Сейчас поднимемся с вами на 2-й этаж. Нам тут всегда очень нравилось. Всегда. Здесь потрясающая кухня. Вот такой небольшой, уютный 2-й этаж. Ну, чем мне еще нравится данное кафе, потому что здесь не так всегда, в общем-то, не так многолюдно и очень-очень вкусно готовят. Что тут немноголюдно, вы это уже увидели, а вот как готовят, мы сейчас с вами попробуем. Ну что, мы заказали чай байский. С медом. Да, здесь мед, смесь зеленого и черного чая и добавлен лимон и мята. Очень вкусно. Как раз то, что нам надо для того, чтобы согреться. Первым делом мы пробуем салат из баклажанов и, конечно же, узбекская лепешка. Хочу есть. Давай, Так. я тоже хочу есть, поэтому это... Быстрее, да? Да. Так. Без горячего. Ой, горячий салат. Да, тепленький. Вкусненько. Всё. Вообще наш сегодня поход, скажем так, по новогодней Москве какой-то неудачливый. Была и есть очень такая промозглая погода, очень-очень холодно. У нас взяли с собой в кое времена селфи-палку, она у нас сломалась. В общем, пошли, хотели в центре посидеть, не получилось. Но все равно мы очень довольны, что мы наконец-то сняли наш фильм про новогоднюю Москву. Другой вопрос, удался он или нет. Об этом мы узнаем, когда будем его монтировать. Да. Ну а вы об этом узнаете в начале, когда начнете его смотреть. Да, понравится он вам или нет. Вот, но мы показываем просто то, что мы видим своими глазами, показываем то, что есть на самом деле, и просто обыденную жизнь. И думаю, что тем, кому это интересно, это оценят. Дорогие друзья, это так вкусно.
Баклажаны прям горячие. Я так понимаю, только с гриля. Очень такой легкий салат. Прям вот очень вкусный. Я, конечно, понимаю, что мы промерзли, голодные, но на самом деле очень-очень вкусно. О, Да, и вот это. Ой, красота. ой. Давай сначала это Спасибо. надо все запечатлеть. Спасибо. Пельмени с бараниной, с сметаной, кок самса, ну и, конечно же, каре. Да. Ну что, пробуем кок самса. Кок самса с зеленью и сыром. Ну, скажем так, я уже примерно знаю, что это такое. Если она у них не испортилась, то она у них очень вкусная. Ну да, все зависит от того, какой повар. Но судя по виду блюд, мне кажется, повар готовит на ура. Ну и как? Хорошая. Ну тогда мы будем блюдо, из-за которого, в общем-то, я сюда приехала. Каре. Да, я его всегда ем руками, вы уж меня извините, пожалуйста. Как же это вкусно. Очень вкусно. Ну, а я решила попробовать что-то новенькое и взяла себе жареные пельмени с бараниной. Так, пробуем. Ну, Я не уже скажу. попробовала. Не скажу, что это что-то очень обычное. Обычные жареные пельмени с бараниной. Вот я бы так сказала. Вкусно, но не более того. Руки убери мои пельмени. Нам принесли счет, и, как видите, за все всего лишь 1600 рублей. Я считаю, что это вполне на двоих неплохо при условии того, что мы просто объелись. Вот и закончилось наше путешествие сегодняшнее по новогодней Москве. Ну, скажем так, оно было насколько спонтанным оно было, настолько, может быть, и не все в связи с холодом и не очень приятной погодой мы смогли посмотреть. Ну и, соответственно, возможно, вам показать. Мы постарались, охватили лишь небольшую часть города, но, в принципе, и по ней видно, что Москва в этот раз тоже была украшена неплохо, хотя и не настолько красиво, как это обычно бывает во все другие года. Если сравнивать Тулу и Москву, то в этом году нам гораздо больше понравилось в Туле. Там, на наше мнение, гораздо интереснее можно провести время в центре, чем в Москве. Ну, а так, дело вкуса каждого. Ну а насколько хорошо это получилось, вы все увидите своими глазами. А мы вам желаем... Уже увидели. Да, уже увидели своими глазами. А мы вам желаем здоровья, Счастья и хорошего настроения. и помните, что хорошее настроение мы создаем себе всегда сами. Всего доброго. До свидания.